Биологическое оружие древности. Война есть продолжение политики иными насильственными средствами. Война, как считается, один из ключевых двигателей истории. Топливом этого двигателя являются человеческие жизни, и чем более эффективно они отнимаются, тем мощнее его действие. Наиболее эффективным в отношении истребления противника, безусловно, является биологическое оружие. На первый взгляд относительно новое, но на самом деле одно из древнейших. Армии и эпидемии шли рука об руку всю историю человечества. Неудивительно, что кто-то однажды решил использовать инфекции в качестве боевого оружия. Его эффективность не всегда была достаточной, но всегда приводила к ужасающим последствиям. Привет, с вами Рамил, и сегодня мы поговорим о нескольких примерах существования в древнем мире биологического оружия. Самым древним зафиксированным случаем было свидетельство историка Древнего Рима Корнелия Непота о победе легендарного Ганнибала Барки над пергамским царем Эвменом с помощью змеиных бомб. Накануне решающей битвы Ганнибал приказал собрать по округе как можно больше ядовитых змей, которые были помещены в глиняные горшки. В решающий момент на солдат армии Эвмена обрушились горшки, наполненные змеями, что сначала даже вызвало смех, но обнаружив кишащих гадов, солдаты бежали с поля боя. Куда более ужасающим примером применения биологического оружия в древности были катапульты, в качестве снарядов которых использовали трупы. Примером применения такой тактики было взятие генуэзской крепости Кафа на побережье Крыма ханом Золотой Орды Джанибеком. По свидетельству итальянского историка Габриэля де Мусси в 1347 году Джанибек осадил крепость. И вот тогда напал на татар мор, пишет де Мусси. Их войско уменьшалось каждый день, теряя тысячи. На их телах появлялись нарывы, на сгибах суставов, в паху, образовывались бубоны, они лопались, источая гной. Люди бились в лихорадке и испускали дух. Измученные чумным мором, они решили класть тела умерших на свои камнеметательные машины и забрасывать их через крепостные стены в город Кафу. Повсюду распространился невыносимый смрад, были видны горы мертвецов, отчего христиане не могли ни спрятаться, ни бежать. И было решено мертвецов предать морю, бросив их в волны. Вскоре весь воздух был заражен, вода отравлена, захвачена гниением, усиливая заражение. Едва ли один из тысячи мог бежать, но будучи зараженным, он повсюду разносил заразу, заражая других людей и поселения. Сопротивление было сломлено, хан захватил крепость. Кстати, другая модификация таких метательных снарядов использовалась ранее в Древней Греции и в средневековой Европе. Правда, вместо человеческих тел метались человеческие фекалии и прочие нечистоты. Целью таких акций также было увеличить риск эпидемии в осажденной крепости и деморализовать защитников. Примеры применения биологического оружия имеются и в Новом Свете. Один из них произошел во второй половине XVIII века на территории британской колонии в Северной Америке, область Великих озер, современные Огайо и Иллинойс. Между колонистами и коренными индейцами были крайне напряженные отношения. Утихомирить то тут, то там происходившее восстание было поручено генералу Джеффри Ахмерсту. Он, недолго думая, предложил не договариваться с племенами, а просто уничтожить их, преподнеся им в качестве примирительных даров одеяла, которыми в лазаретах укрывали колонистов, больных оспой. Разразившаяся после этого эпидемия унесла жизни тысяч индейцев, и это не единственный пример, описанный в исторической науке. С помощью подобных зараженных подарков, по одной из версий, были побеждены и племена ацтеков, не желавшие покориться испанским конкистадорам в XVI веке. Их сопротивление удалось сломить только с помощью хитрости. Считается, что Кортес так отомстил индейцам за бойню в Ночь печали, произошедшую летом 1520 года, когда конкистадоры предприняли провальную попытку завоевать крупнейший из центров империи ацтеков Теночтитлан. Самым распространенным примером простейшего биологического оружия были отравленные стрелы, боевой чеснок и палки панджи. Смазывать острия стрел для нанесения большего урона противнику люди научились еще в глубокой древности. Среди основных видов яда для смазывания использовали земля и скотские или человеческие фекалии. Смазанные означенной субстанцией, попавшие во врага стрелы, с большей долей вероятностью вызывали заражение. Острия чеснока в основном предназначались для затруднения передвижения конницы. Их острия также подвергались смазыванию. Ранения и болезни лошадей не только деморализовали армию противника, но и снижали ее боеспособность. Несколько дальше пошли жители джунглей и тропиков. Так, в годы войны в Индокитае вьетконговцы смазывали навозом и отбросами колья, помещенные на дно ям ловушек. Перед ловушками натягивалась тонкая веревка, незаметная среди растительности, и падавший на них человек получал неплохую порцию яда.